Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 29 июля по 4 августа. Давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего по мнению карт Таро. И у нас сегодня колода Таро добра, которая подает изображение, значение карт с позиции позитивной психологии. Вот и мы давайте будем с вами добрее к самим себе, к нашим желаниям, к нашим мечтам, к тому, что мы хотели всегда осуществить. И я приглашаю вас на свой сайт, оставлю ссылку в описании под видео. На сайте есть гороскопы на месяц и есть гороскоп для всех знаков зодиака до конца 2024 года, а также статьи по психологии. Мы же с вами идем вперед. Что важно знать, будет первая карта. Как видят карты эту неделю? Для вас. Чего не избежать, мои дорогие водолеи, или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? И 3 карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Что нам про деньги расскажут карты? И как видят личную жизнь. И что же будет важно? 8 огня. Постепенно вы набираете темп. Это карта прогресса. Это карта перемен. Это карта доброй трансформации. Когда в вашей жизни есть возможность какую-то застарелую, замшелую ситуацию переломить практически. Тут как высшие силы помогают. Темп вы набираете. Или происходят какие-то новости, события, которые для вас тоже со знаком плюс. Здесь чего-то не пропустить. И с учетом этой карты, если мы говорим о наращивании темпа, у каждого ведь по-своему проиграется. Поэтому может быть и так, что вы ни о чем подобном не подозревали, но приходит какая-то новость, и вам нужно именно на что-то откликнуться. Вы чего-то не сможете отложить на потом. Может быть, куда-то отправиться, согласовывать какие-то документы или важные встречи какие-то для вас могут быть на этой неделе. Каковы же неожиданности? Тройка земли. Вы как жизненный этап, в переходный период действительно по тройке земли мы либо сдаем жизненный экзамен, завершается одна какая-то стезя и открываются новые дороги. Для кого-то конкретно вы сдаете экзамены, может быть, вы заканчиваете учебное заведение, и в дальнейшем вы как новый специалист. Кто-то из вас может пойти на курсы или дополнительная информация, знания приобретать, может быть, и посредством интернет. Но вот все то, что мы узнаем по этой карте в последующем, мы перекладываем на какие-то более конкретные рельсы, и для нас это будет означать увеличение дохода. Идут по этой карте, как и работа в команде, и поэтому где-то социум на вас будет влиять. Но в конечном итоге это прочный фундамент. Может быть, и есть какое-то объединение. Есть еще и карта учета. У кого-то из вас как-то по-новому, может быть, банально даже может проиграться, когда нужно переделать какой-то отчет или проработать какой-то документ, но в каком-то новом совершенно ключе или с учетом изменившихся обстоятельств, условий или какой-то реорганизации. И вот, может быть, это будет связано с каким-то сообщением. У каждого здесь по-своему, но мы идем вперед и где-то не совсем оглядываемся назад. Нам нужно будет, вам, мои дорогие водолеи, либо куда-то успеть, или как минимум куда-то не опоздать, правда? Чему сейчас не время. Ну вот и карта в тон нам говорит отшельник. Не время уходить в отшельника, не время обосабливаться где-то, как и от социума, так и от каких-то, может быть, решений вопросов. У кого-то из вас может сложиться такая ситуация, что, может быть, даже, к примеру, на работе некому будет обратиться, а вы, мои дорогие водолеи, единственный специалист, который может разрулить какой-то сложный вопрос. Или, может быть, вам только это под силу, или вы имеете какие-то уникальные знания, или человеческие качества. К вам могут обратиться. Буквально кто-то из вас может быть сейчас в отпуске,
а к вам обращаются, какая-то патовая ситуация на работе, на службе, и выйди из отпуска, пожалуйста, потому что у нас сейчас без тебя тут все горит. Вот такое тоже вполне вероятно может быть. И тогда не время отказывать, говорить нет. Не время обосабливаться, дистанцироваться. Вот этому сейчас точно не время. Что же вам будет помогать? О, полный драйв. Одна карта дополняет как раз другую, и по аркану колесницы это какой-то успех. Поэтому аркану именно в этой колоде это так выглядит победа, мои дорогие. И что-то тут нам говорят, не откладывай на завтра. Это правда. И не оглядывайся назад. Смотри только вперед, и у тебя получится. Это старший аркан, и как высшие силы какие-то включаются в вашу судьбу. И чего-то вы не сможете оставить на потом. Может быть, даже это будет два каких-то дела. Потому что, как по восьмерке огня, есть такое значение. Куй железо, пока горячо. Где-то по аркану колесница тоже. У кого-то буквально какая-то поездка куда-то. Или ваше перемещение. Может быть, вот как я говорила, ради примера, вы в отпуске, вы куда-то на дачу или куда-то вы уехали, не совсем, может быть, далеко, а тут вас просят вернуться, и вот это будет означать какую-то дорогу, которая вам тоже где-то помогает, ну, как возвращение. Может быть и так. Ну, или переложите на какую-то свою другую ситуацию. Поэтому здесь может быть, что как какая-то поездка, к примеру, по работе в конкретное место, чтобы разобраться с каким-то вопросом. Именно там, на местности. Может быть, больше будете видеть или четче, где там какие-то или проблемы, или как можно решить какой-то вопрос. Но в любом случае, по этой карте колесница, это есть еще такое значение только в этой колоде. Я падал, но поднялся вновь, чтобы жить свободно, честно, умело. Вот третье слово «умело» ни в одной колоде карт я не встречала. Поэтому тут что-то нужно будет адаптировать вам. Или самих себя, или, может быть, конкретный вопрос, который будет вам поручен. У кого-то это может и в личной жизни проиграться, хотя нам ни одна карта не выпала, именно которая бы говорила о личной жизни, но ведь мы все разные, и поэтому любая сфера, у кого-то сейчас более активно решаются именно вопросы союза, личных отношений, а у кого-то этот союз в плане работы будет или в плане партнерских отношений, если вы занимаетесь бизнесом или имеете свое личное дело, и что-то вы не можете отложить на потом, и иначе вы упускаете какую-то возможность. Но и быть, знаете, ну, по аркану колесница, быть легким где-то на подъем – это первое, а второе – не ставить перед собой табу. Если вы всегда имели какое-то твердое представление, что вот мои принципы, они вот какие-то 1, 2, 3, предположим, да, и я через них не переступлю. Вот тут где-то забудьте о своих принципах, потому что обстоятельства на этой неделе могут вас вынуждать как раз и принципы изменить тоже. Вот будьте готовы действительно к какой-то трансформации или к неожиданностям. Что скрыто? Будьте готовы и где-то, что, знаете, то, что вы думали, вот если мы про принципы или про какую-то догму, или про то, что как незыблемо, это будет меняться. По аркану башня, пусть не в этой колоде, но, в принципе, когда создавалась колода, первое, это подразумевалась башня и какая-то тюрьма. Это какие-то препоны, это какие-то удерживающие моменты, когда вы не могли что-то осуществить. Много значений по этому аркану. И вот здесь, если мы говорим со значением тюрьма, рушатся эти стены. Это может быть состояние невесомости. Раньше мы могли подержаться за эти стены, и мы даже не думали, что это какие-то ограничения в виде тюрьмы, условно говоря. Нам был какой-то порядок совершенно понятен, знаком, он устоялся, мы могли что-то планировать, а здесь ничего планировать невозможно. Мы чувствуем себя в невесомости и не понимаем, как поступить. Вот есть такой момент, это то, что скрыто. Поэтому невозможно на эту неделю где-то себе загадывать действия, отталкиваясь от каких-то прежних возможностей
или каких-то привычек, мои дорогие, как вы всегда поступали, или как вы всегда работали, или как вы всегда обустраивали свою жизнь, свой быт, свои отношения. Башня, что-то меняется. Да, в этой колоде карт карта еще и говорит об опасности. Поэтому куда-то не поторопиться. Темп будет нарастать, мои дорогие. И в значении, что скрыто, вы не должны себе навредить. Тут как раз перед вами возможности могут открыться. Но кто знает, может быть, для кого-то как отшельник. Вы можете сказать, а я никуда не поеду. Или я не буду участвовать в каком-то деле. Или нет, я не считаю это правильным. Может быть, вам предложат конкретные какие-то действия, ну, или совершить, или вас будут к чему-то склонять. Это не значит, что мы идем вразрез каким-то очень важным принципам, но, по крайней мере, гибче быть это точно стоит, потому что по 16-му аркану может быть ситуация, когда она, знаете, как полная смена парадигмы. Это может быть и какой-то, ну, как событие, которое меняет наши взгляды, вот вообще как переворачивает на 180 градусов. Поэтому будьте внимательны. У кого-то это будет касаться одной какой-то информации, может быть новость, и она вас захватит, вы будете обдумывать. А у кого-то это будет касаться каких-то реальных действий. Дела, работа, бизнес. У вас ведь тут в плюс что-то идет. Посмотрите, туз воды. Такой замечательный морской конек. Морской конек – один из символов, он очень редко употребляется. Это символ счастья, символ богатства, процветания и каких-то возможностей. Вот к вам как-то возможности приходят совершенно по-другому. Все то, что я говорила по аркану колесница, падал, но поднялся вновь. И имею твердое намерение, как и процветать, и жить свободно и умело. Вот у вас что-то такое решается. И по работе, и по делам, или, может быть, по документам, или его величество счастливый случай, или какая-то случайность. Ну вот, может быть, с нужным человеком вас сводит. Или что-то вы для себя можете сделать абсолютно хорошее. По этому аркану, ведь это карта радости, карта счастья, но это только туз, как бы начало, но уже обещает на последующий период изобилие. Или для кого-то из вас, вот я сказала, ни одной карты про любовь нам не сказали, то вот эта карта как раз про любовь и любовь бескорыстную. Кто знает, может быть, это у вас по работе какое-то знакомство будет. И я даже могу предположить, что это как-то произойдет совершенно каким-то удивительным образом, правда, какая-то как случайность сводит двух людей. Я, безусловно, понимаю, что это не для всех, но я пытаюсь разные варианты по выпавшим картам до вас донести, мои дорогие водолеи. Поэтому где-то и карта отшельник, не время тебе уходить в отшельника, говорят. Что же деньги? Двойка земли. Деньги есть, но двойка не самая крупная карта на деньги. Где-то считать деньги придется. Вот это да. Быть рачительным хозяином тоже. Организовывать как-то свою жизнь по части финансов, с чем-то не просчитаться. Ну и где-то себя по финансам не обесточить. Может быть, об этом тоже следует подумать. Но это, знаете, это когда у нас работа в радость. И, в принципе, карта больше говорит в этой колоде баланс между отдыхом и работой. Поэтому, ну вот, деньги есть, но как бы считать придется. Или конкретно отдыхать для кого-то карта будет тоже рекомендовать. Тогда в позиции, что если ты хочешь сейчас на этой неделе больше денег заработать, то я бы сказала, тут не совсем все в материальной плоскости. Либо у кого-то в договоренностях, у кого-то в новостях, информации, а у кого-то через личную жизнь. Поэтому и карта где-то говорит про отдых. Давайте откроем личную жизнь. Король воды проходят наши близкие. И если мы говорим про семью, про пару, ну, тогда это какие-то известия могут быть, кстати, от родственников вашего супруга или вашего партнера. Или какие-то дела, которые вы будете в своей семье намечать. Для кого-то из вас, мои дорогие, это может быть человек, и не обязательно, что у нас король, и именно это будет мужчина. Мы ведь смотрим энергетику. Это просто возможность
встречи с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Или, может быть, там имеет асцендент, вот по части знакомства запросто, или какие-то контакты с этим человеком. Может быть, для кого-то прежде какая-то дружба, она перейдет на новый уровень. Или какое-то прежде знакомство, может быть, которое состоялось по работе, а здесь как-то продолжится в новом ключе. И этого я не могу отрицать. Но король воды– это где-то романтика, мои дорогие. Поэтому, может быть, что-то доброе, хорошее и еще будет вас радовать по части личной жизни. По этой карте идет еще и такое значение, как гармоничное сотрудничество. Поэтому, если вы один или одна, мои дорогие, не время уходить в отшельника. Тут как раз может быть очень хороший вариант познакомиться. Продумайте, чем вы себя займете или какую жизнь вы себе, какую стратегию на эту неделю проложите, как раз чтобы иметь больше общения, больше контактов с людьми, и тогда какое-то знакомство может состояться. Ну а для тех, кто в паре, для тех, кто семейных, какие-то тоже радости как будто будут. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.